Необычная история произошла со слонихой из Индии в 2015 году вблизи района Читра, который находится около 160 километров от города Ранчи. Этот район популярен высокогорьем и длительным сезоном дождей, но главное, что в местных лесах обитают самые редкие животные, в том числе и слоны. Однажды, в один из дней около 6 лет назад проходило стадо примерно из 60 слонов. В районе Читра такие переходы крупных млекопитающих животных здесь было привычным явлением. Несмотря на крупный размер, слоны являются очень милыми и нежными созданиями, местные жители их вовсе не боятся, агрессивными они становятся только когда чувствуют опасность и должны защищаться. Как известно, слоны держатся вместе большими стадами с разделениями на самок и самцов. Объединятся только во время брачного сезона, а после самки все вместе растят детенышей. В тот день жители деревни увидели, как одна слониха хоботом капает яму. В принципе, это нормальное для них поведение, но когда животное копало почти 10 часов подряд и не останавливалось даже ночью. К тому же стадо уже давно ушло дальше, тогда люди поняли, что-то произошло, но понять в чем дело не могли. Они издалека наблюдали за слонихой, но ближе подойти боялись, ведь если она была ранена, то могла быть опасна. Что она делала и что хотела выкопать? Этот вопрос очень волновал и интриговал местных жителей. К тому же было заметно, что она была чем-то встревожена, хотя очень устала и почти валилась с ног, но при этом не обращала ни на кого внимания и продолжала копать. Поведение слонихи все больше беспокоило людей, они пытались понять странное поведение животного. Ведь между стадом слонов очень сильная связь, они всегда держатся вместе, независимо от обстоятельств. Если вдруг один из слонов заболел, то другие пытаются помочь ему, если ранен и не может быстро идти, то другие также будут двигаться медленнее. Если один из слонов умирает, то все стадо скорбит вместе. А в этот раз нигде рядом слонов было не видно, значит она сама решила остаться. Люди уже не могли стоять и равнодушно наблюдать за происходящим, ведь слониха копала уже почти 11 часов и они искренне хотели помочь ей, но до сих пор не понимали, в чем дело. Наконец, один из мужчин Джитендра Тивари решил подойти поближе и посмотреть, что там внутри ямы. Он знал, что нельзя напугать животное, это было небезопасно, поэтому очень осторожно приблизился к ней. Когда она его заметила, он смог рассмотреть морду слонихи, которая выглядела сердитой, но в то же время напуганной, так он рассказал жителям, когда вернулся к толпе. Но, главное, Тивари не зря сходил на разведку, он смог увидеть, что пыталась выкопать слониха. После того, как жителям деревни стала известна цель копания слонихи, они решили, чтобы не стоило помочь ей, но для этого нужен был план действий. Слоны довольно крупные животные, и им необходимо съедать около 150 килограмм в день, поэтому почти все свое время они проводят в поисках пищи и воды, но так как у них очень толстая шкура, которая долго удерживает в складках большой запас воды, то обезвоживанием животные не страдают. А вот есть им необходимо несколько раз в день. К тому же им необходимо регулярно принимать пылевые и грязевые ванны, чтобы защититься от солнечных ожогов. Но эту слониху не интересовало ничего из перечисленного выше, она была занята чем-то более важным. Наконец жители придумали план, они решили отвлечь животное едой, поближе к ней подвезли тележку с бананами и другой вкусной едой, что особенно любят слоны. Но она даже не заметила еду, хотя было видно, что она была уже настолько измождена, что почти падала, но из последних сил все продолжала копать. Людям оставалось только ждать. Слониха уставала все больше и больше, и она упала, но сразу встала, как боксер, готовясь принять следующий удар. Именно в тот момент она заметила телегу с пищей и направилась к ней. Наконец-то пришло время действовать. Жители деревни осторожно подошли к яме и увидели, что в канаву упал маленький слоненок, именно его пыталась достать слониха-мать, но при этом она делала только хуже, так как хоботом закидывала грязь внутрь. Люди знали, что времени у них мало и действовать нужно очень тихо, чтобы слониха не заметила их. И к тому же ни в коем случае нельзя прикасаться к детенышу, иначе мать поймет и разгонит народ.
Жители поняли, что для того, чтобы помочь матери спасти своего малыша, нужно убрать кучу песка с края ямы, который она при копании хоботом закидывала внутрь. Иначе спасти детеныша не получится. Это была не просто спасательная операция, на кону стояла жизнь маленького слоненка. После того, как убрали песок, люди отогнали тележку с едой от слонихи, чтобы она вернулась к малышу, ведь он все еще был на волоске от смерти. Толпа местных жителей, затаив дыхание неподалеку, ожидала исход спасательной операции. Удастся ли матери вытащить своего слоненка? После утомительных 11 часов слониха наконец смогла обнять хоботом своего измученного и напуганного малыша, который был весь в грязи. Несколько рывков, и ей удалось вытащить детеныша из ямы. Толпа вздохнула с облегчением. Все получилось. Наконец-то мать-слониха смогла расслабиться, ведь малыш был рядом. А чуть позже жители деревни Читра наблюдали трогательную картину, как мать-слониха и маленький слоненок с переплетенными хоботами уходили, скорее всего, догонять свое стадо. Эту роковую историю с хорошим концом долго будут помнить люди, принимавшие участие в ней. Также, наверное, и слониха со слоненком. Удивительно, насколько сильна связь матери и ребенка не только у людей, но и у животных.